Дорогие друзья, все те, кто в эту минуту находится у телеканала Евразия и смотрит нашу телепередачу «Встреча у камина», всем вам здравствуйте и от меня, и от нашей красивой гости. Добрый день, уважаемые зрители. Мария Михайловна Михайлова. Как все созвучно. Вот эту женщину я приглашаю на нашу телепередачу уже не в первый раз. Я хочу, чтобы, разговаривая с ней, слушая песни, которые исполняет Мария Михайловна, рассказывая о своем жизненном опыте, и она преподносила нам те уроки и как учитель, и как женщина элегантного возраста, до которых у нас иногда руки не доходят. Это уроки красоты. Это как уметь так выглядеть, без всяких пластических операций, я надеюсь. Да. Как уметь так одеваться, как уметь так жить в наше вот кошмарное, суетливое, бешеное какое-то время, и вдруг тишина, покой всегда. Как будто у Марии Михайловны ни внуков, никого нет. Есть? Есть. 1, 2, 3? 2. 2 внуков Да. есть. И все равно Мария Михайловна для меня в этом отношении образец. И передачу я нашу назвала «Возраст осени». Не дай душе зарыться в минувших дней осенний листопад. Пусть бархатный сезон продлится, и мигу жизни будет каждый рад. А посмотрев на Марию Михайловну и послушав ее песню, я думаю, вы с этим согласитесь. Ваши песни. Так, сегодня вашему вниманию будут 2 песни. Одна «Листья желтые» и вторая «Белый вечер». «Листья желтые» написал текст Янис Петерс. Это известный латышский поэт. Он же был и дипломатом, и даже послом Латвии у нас в России был. Так. Русский текст написал на иностранный Игорь Шаферан. Вот после песни года 77 эта песня стала популярнейшим шлягером. Ее исполняет весь Союз. Да, бывший Союз, СНГ, наверное. Да. И, да, и все ее любят эту песню. Ну, давайте. Freeze! I'm not a banker. Put your hands in the air. Give me all your money. Сейчас подпевать начну. Пожалуйста, подпевайте. Не прожить нам в мире этом, не прожить нам в мире этом без потерь, без потерь. Не уйдет, казалось, лето, не уйдет, казалось, лето, а теперь листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится. И пускай дождливы часто, и пускай дождливы часто эти дни, может, созданы для счастья, может, созданы для счастья, и они, листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся.
И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится. Лист к окошку прилипает, лист к окошку прилипает, золотой, золотой. Осень землю осыпает, осень землю осыпает красотой, красотой. Листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится. Да, Марья Михайловна, смотрю на вас и радуюсь, что такие дамы, сударыни элегантного возраста. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится. Что вам снится? Что вам снится? Спасибо большое Марье Михайловне. Ну вот, глядя на нее, вспоминаю слова нашей уральской поэтессы, южноуральской Людмилы Татьяничевой. «Я пенять на судьбу не вправе. Годы милостливы ко мне. Если молодость есть вторая, лучше первая она вдвойне. Проницательней и мудрее, благороднее и щедрей. Я горжусь, я любуюсь ею, этой молодостью моей. Та подарком была, не более. Та у всех молодых была. Эту я собственной волей, силой собственной добыла. Я в ее неизменность верю, потому что моя она, потому что судьбою своею оплатила ее сполна». Правильно написала Татьяна? Да, очень замечательное стихотворение. Прям про нас. Да, прям про нас. Вот как оставаться такой же? Всегда у меня к вам один вопрос. Элегантный, эффектный, спокойный. Ну вот в таком сложном, я говорю, и мире, и возрасте, в котором мы находимся. Ну, наверное, надо очень любить жизнь, жить с любовью, не огорчаться, стараться как-то переносить это все. Что, целый день нужно петь? Если есть возможность, лучше петь, да, или же слушать музыку прекрасно, это же, она же успокаивает. Вот какой вы совет еще дадите нашим ровесницам, женщинам элегантного такого возраста, бархатного сезона, это самое, вот ваш совет какой? Или рецепт, может быть, вы опять какой-то нам приготовили? Ну, я приготовила маску, опять же, от Клеопатры. Маска от Клеопатры, да, которой я пользуюсь и предлагаю нашему зрителю. Значит, она используется для устранения проблемных зон на лице, там, прыщи, там, точечки, угри, и улучшает кожу, омолаживает. Значит, для этого нужно свежих лепестков роз 10 штук, косметическую глину 40 грамм, оливковое масло 1 чайная ложка и минеральная вода без газа 3 столовые ложки. Такой крем получится. Да, маска. все такое, да, тщательно перемешать. Все это. А вот сейчас, зимнее такое время, осенне-зимнее, можно заменить лепестки сухими розами? Вот я сушу, например, розы. Дело в том, что вот именно свежие, они же выделяют масло розовое. Они выделяют розовое масло. Да. Вот. А может быть заменить розовым маслом? Можно заменить розовое масло. Да. Так, несколько капель тогда. Себе такую маленькую радость. На лицо нанести, минут там, 15-20 там кто. И затем смыть теплой водой и наложить питательный крем. Вот, и все. Эта маска делается 1-2 раза в неделю. Все зависит от кожи. Если сухая кожа, то значит 2 раза в неделю. Спасибо большое, Марья Михайловна. А теперь ваша вторая песня. Так, «Белый вечер», вторая песня, на слова
Регины Лисиц, музыка Игоря Корнелюка. Эту Давайте. песню он написал для Эдиты Пьех. Она попросила его, и вот он написал. И она ее исполняла, да? Да, она ее исполняла. Ну, давайте послушаем еще. Осень плачет дождем, дай руку мне, так теплей. Хочешь, вместе уйдем от суеты, от людей. И будет вечер белым-белым с нитями звездных рек. Там, где рисует белым мелом на тротуарах снег. Знаешь, все пустяки, когда вдвоем, как один. Будут ссоры легки, а плач и смех без причин. И будет вечер белым-белым с нитями звездных рек. Там, где рисует белым мелом на тротуарах снег. Ты устал, ну так что ж, вернись назад, будь честней. Ты с собой не возьмешь любовь и свет наших дней. И будет вечер белым-белым с нитями звездных рек. Там, где рисует белым мелом на тротуарах снег. И будет вечер белым-белым с нитями звездных рек. Там, где рисует белым мелом на тротуарах снег. Ну, а мне останется только добавить, кто придумал судить о возрасте по числу набежавших лет. Но если ты полон бодрости, если мил тебе целый свет, если мир твой рисован красками, где отсутствует серый цвет, если ты не скудеешь ласками и мечтательно, как поэт, нет, не стоит судить о возрасте по числу промелькнувших лет. Если мы так полны еще бодрости, значит, старости места нет. Совершенно верно. Вот так радостно и весело две бабушки заканчивают сегодняшнюю телепередачу «Встреча у камина». Всего доброго. До новых встреч, дорогая Мария Михайловна, здесь у нас. До свидания, до новых встреч. Всего доброго, не болейте.